Девочки, витамины. 3 раза в день по 2. Все уже. Осень, волосы полезли, ногти ломаются. Вот такие вот французские. Ну, нам хорошо помогают. Не знаю, рекомендовать не буду. Но нам помогают хорошо. Что у меня тут еще? Вот это для сна нормального. И вообще, чтобы расслабляться ночью. Вот они прыгать. И, конечно же, коллаген. Погода у нас все так же. Кстати, у нас сегодня вторник. Погода все так же. Утром выходишь сюда. Здесь холодно, потому что в спальнях прекрасно. Вот, а здесь потому что полностью угловая часть. Здесь получается наша спальня, ну как бы там и там квартира за стеной, и как бы на подъезд выходит. Вот, а здесь полностью открыто, огромное окно. Выходишь, здесь такой дубак утром. Пипец. Ну уже хотя бы меньше сырости. Это прям очень ощущается. Не меньше, ее как бы нет. Так как это было раньше. Так, и что? Мне сейчас нужно пойти... Мне нужно купить спрей для сантехники. Купить у меня закончился. Там для печки. Вот от жира. Мне нужно купить мужу батарейки. Вот на вот эту вот штуку. И мне нужно разобраться с вот этим. Я вчера это все начала. Точнее, просто достала. Разобрала. И времени у меня не было. Просто потом с этим... Искали марку теплые вот эти носки. Такие прям, знаете, как на меховой такой вот этой штуке. В прошлом он их так любит, вообще как цепится. Вообще для него это реально, вот хочешь сделать ему классный подарок какой-то, ну как классный, ну такой, знаете, к душе. Недорогой, но такой, чтобы к душе. Вот нужно подарить вот такие вот носки с утеплителем, высокие вот эти вот. Начали искать, по-моему, я их, наверное, выбросила. Вот перерыла, а потом думаю, нужно все разобрать аккуратненько, летние, туда-сюда уже кое-что подоставать. И все, времени больше не стало. Так все осталось, нужно с этим разобраться. Вот, так что котлеты нужно сделать, или не знаю что там, скорее всего, котлеты думала и рис отварить. Все, это пока у меня на ближайшие полдня такой вот список задач. Вот, включила. Ну, вообще-то было 77 сразу процентов. 75, ну, это достаточно. Я скажу вам, прям очень ощутимо, как в квартире меняется после его использования. Ну, это реально очень полезная штука, у кого дома влага. Потому что влага, это вообще это очень серьезно. Очень. И на дыхательную систему вообще. Это ужасно, конечно. Жить в сырой квартире. Так, я уже почти собралась. Сделала укладку немножко, так, нанесла. Сегодня я сделала, просто автозагар нанесла. Сейчас солнца на улице нет, поэтому сегодня обошлась без тона. Вот. Но зато сегодня уделила больше внимания бровям своим. У меня, боже мой, у меня есть и гели. Чего у меня только нет, а я ничем не пользуюсь. Я покупаю что-то, ну, периодически. Не все время, а периодически. Ну, все валяется. Вот. Поэтому сегодня я решила немножко уделить им внимание, и правда получилось как-то симпатично, лучше, когда они, знаете, у меня в разные стороны. Вот я в этом плане какая-то странная, вот честно. Что-то есть, и ничем в то же время не пользуюсь. Вот, так что нужно приучать себя это делать регулярно. Раз уж об этом заговорила, покажу, какой у меня гель для бровей. Вообще самый-самый простой. Покупала, по-моему, в Еве. Вот, но посмотрите. Вот такая вот удобная кисточка. И он не жидкий, он не течет. Вот, и не густой, то есть не склеивает. Ну, воск мне не понравился. Я воск покупала, и мне вообще не понравился. Как бы эффект сухой получается. И они все равно торчат. Вроде бы ты их приклеиваешь. Ну, не знаю, может быть, мне просто попался не совсем удачный. Вот, а вот это вот здорово. И на бровях имеет такой нейтральный цвет. То есть он как бы не делает ваши брови какими-то рыжими или черными. Вот, ну, мне нравится. Очень удобно. И фиксирует, кстати, фиксирует. И дополнительно вот у меня такой вот карандаш. Ну, я когда-то его показывала. Dior, по-моему, 001 Браун. Вот такой вот тон. Кстати, я его брала, думаю, господи, насколько там мне его хватит. В итоге, ну, я, конечно же, не такой прям частый пользователь. Вот, но, тем не менее, уже, наверное, сколько? Года 2 он у меня держится. Вот, очень удобный в использовании. Что-то у меня одной рукой ничего не получается. Угу.
Получается, это нужно камеру убрать. Ага, вот. Видите, какой тоже тон, такой приятный, такой натуральный. Тоже очень хорошо ложится. Нравится мне. Тушь у меня вообще сейчас примитивная. Из-за того, что я очень-очень редко крашу ей глаза. Очень-очень редко, девочки. Мне вот этот эффект, что потом оно что-то остается, течет. Ну, нет у меня столько выхода в свет. Ну, правда, почему-то не приучена я вот сильно красить глаза, вот носить макияж. Поэтому Даше как-то не подошел. Я у нее забрала. Вот, и мне его хватает. Видите, что это такое? Не пойму. То ли от былой сырости, то ли что. Вот такие вот, гляньте. Вот такая вот история странная. В общем, вот. Ну, мне нравится, ничего. Не осыпается, ничего. Но единственное, что я не очень люблю. Вот не очень туши вообще. Прям даже ощущения на ресницах не люблю. Какая-то я, наверное, не до женщина в этом плане. Сто раз возвращалась. То батарейку забыла, образец, потому что именно такую нужно купить. А она немножко отличается от маленьких пальчиковых. То зонтик забыла. Куда же можно без зонтика сейчас выходить, когда то солнышко, потом через 3 минуты такое нас сунет, такое начинается, что, мама дорогая, без зонтика нельзя. Не-не, ни в коем случае. Ой, но сегодня теплынь. Ой, я прям почувствовала, что сегодня теплынь. Смотрите, вот это, от вот этого можно ожидать чего хочешь. Вот, поэтому я оделась вот так вот. Не стала одевать теплую жилетку, тем более теплую куртку, потому что для меня жара это хуже некуда. Ну, когда идешь, и тебе жарко, лучше пусть будет прохладно, лучше ход немножко, знаете, ускорить, потому что жара для меня это мучительно. У меня сразу пропадает вообще желание что-либо делать, двигаться. Ой, это кошмарно. Так, какие-то работы за углом. Уже слышу нескончаемые. Что тут такое? Такое ощущение, как лес. Дрова режут, что ли? Что тут происходит? Мама дорогая. Так, девочки, что у меня здесь происходит? Вот хочу быстро, потому что времени уже нет. Вчера половину взяла на по-флотски, вот половина у меня осталась. Половина осталась. Вот, буду сейчас в большом темпе готовить котлеты, скорее всего. Что еще? Не знаю. Ничего больше не идет на ум. Вот. Марк голодный, но у меня есть еще вот что. У меня есть еще макароны по-флотски. Купат его вот ждет, поэтому я сейчас разогрею его макароны. Что, наверное, много. Блин. Ладно, я половинку потом, если что, уберу в судочек. Я же не буду вот в кастрюле такой огромной их оставлять. В любом случае, правильно? Правильно. Так, сейчас включаем печку. Вот и разогрею. Купат, я думаю, вообще здесь ни к чему. Здесь и так мяса достаточно, правильно? Поэтому поставлю в холодильник. Так, быстро, нужно в темпе вальса. Лук перебиваю блендером, потому что просто порезанный мелко мне не нравится. Мясорубку запускать ради 2 луковиц не хочется дольше мыть. Поэтому я вот беру чеснок, лук. У меня как раз был черствый хлеб, прям черствый. Убить им можно, девочки, честно. Вот такой, видите? И я его размачиваю. И вот эта вот история, это лучшее для
котлет. Конечно, вообще как бы, ну, черный хлеб темный, да, нужно, черствый. Но у меня он как бы и не белый, среднее что-то. Сухой-сухой был, поэтому сейчас размокнет и туда. Так, лук. 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 Так вот. Всем большие приветули. У нас сегодня уже среда. Время летит неумолимо. Сегодня встала, туда-сюда, приготовила ленивые вареньки. Вот прям что-то так захотелось. Она кормила всех своих домашних. Сейчас все убрала. Планирую пойти купить маме в польский магазин. Тоже творога. Ну, молочки какой-нибудь. Вот. По-прежнему пасмурно, прохладно сегодня. И сегодня у нас утром такой движ был какой-то непонятный под окнами. У нас здесь, знаете, как какой-то вот, я не знаю, у нас часто здесь что-то случается. То какие-то сборища прям серьезные, с, ну, такого молодежи, знаете, такой проблематичной, так сказать. Вот, то сегодня вообще приехало 3 пожарных машины с воем, с сиренами, потом полицейская, потом скорая, вот это все на пространство, вот это все было в этих машинах, повыскакивали вот эти вот все спецслужбы, пожарники, вообще их было, наверное, человек 30, ну, с 3 машин, представьте, как не больше. Они все в таком обмундировании и выглядели как космонавты, знаешь, прям еле-еле такие шли, в скафандрах, в таких шлемах, обмотанные там вот этими веревками какими-то, или страховками, или вот этими ремнями, и, в общем, я не знаю, полицейские в черной форме, потом скорая помощь, конечно же, и все с мигалками. Это была жесть, это такое было, я испугалась, думаю, что такое? В итоге вот там вот напротив, те, что окна у нас выходят напротив спальни, там, смотрю, они все туда зашли, там их уже ждала, ну, это наши соседи напротив, получается, нашего входа. Там дверь была открыта, их ждали, никакого ни дыма, ничего там не было. В общем, по сей день это остается загадкой, что там случилось. Но через 10 минут они оттуда все дружно повыходили спокойненько и разъехали. Что там было, непонятно, но это было, знаете, фильм можно было снять, что там, я не знаю, что там, честно, какая-то катастрофа века. Судя по серьезности вот этих всех служб, которые понаехали. Вот я же говорю, была бы такая вот реакция, когда у нас под окнами здесь пол-лета собирались молодые люди, ну, такой, знаете, компания такая, ну, не из простых, то есть они здесь принимали наркотики, извините, как бы. Вот, гасились по-разному, каждый раз по-разному, у них разные методы, способы, потом соответствующее у них поведение, да, и тут уже что было, здесь невозможно было жить, сидеть и вообще находиться, и это было каждый вечер, вот, и сколько не звонили в полицию, ну, они все находили договорки, чтобы не ехать, потому что потом, как нам сказали, они вообще остерегаются связываться с этими слоями, так сказать, население, вот, да, это был ужас какой-то. Вот, вот зато стоит где-то что-то вот такое, как бы, знаете, не столь серьезное, то у них, конечно, все это так
выглядит, что капец просто. Я же говорю, какое-то задержание или происшествие, или ликвидирование катастрофы века. На самом деле там вообще ничего страшного в итоге не случается. 3 пожарные машины, даже без отсутствия даже дыма, каких-либо там намеков, это, конечно, сильно. Вот. Ну, слава богу, дай бог, чтобы все везде было спокойно, замечательно, никто не пострадал, ничего не сгорело. Лучше, конечно, так. Вот. Но это нужно было видеть. Я домой, он с дома. Да. Ты тренажерку, да? Да. Ну давай, хорошо тебе там позаниматься. Так, маме выложила ее заказ. Творог, вот такой вот 2 видов. Тут в 2 по 250 грамм. Но интересно, что когда в тарелке его раскрываешь, то есть, когда с пачки его, как бы выкладываешь, его получается много. То есть он как-то спрессованный, потом его много получается. Сметану, вот еще блины, чеснок, там лук еще мама уже спрятала. Потом сыр и вот 2 крабовых палочек. Так, я смотрю, все с дома поразбегались. Зачем я это все достала? Хотела приготовить суп сегодня рыбный, ну вот с этим. Семга, это лосось, не знаю что. Не буду. Уже вечер. Кто его будет ночью есть? Рыба быстро размораживается, если что, завтра. Вот сегодня там есть селедка. Поедим селедки. Картошки можно приготовить. Пожарить. Так, девочки, ну вообще себе ничего сегодня не планировала. Шла чисто вот маме купить то, что она хотела. В польский магазин, потому что вчера я нам купила все, что нужно было. Кофе, там какие-то колбаски, сырок. В общем-то не засняла, потому что в принципе одно и то же каждый раз покупаю. Не хочу ваше внимание попусту просто отвлекать. Вот. Но сейчас все равно зашла в польский, подумала о том, что нам же нужен укроп. Он так пахнет, он он просто умопомрачительный. И поэтому добрала того, чего, в принципе, думаю, хлеб, раз уж вышло, пусть будет, с ним ничего не произойдет. Тем более Марку хочу на завтрак приготовить крок-мадам. Рецепт у меня есть на кулинарном канале. Кулинарный канал у меня сейчас там, где был бывший влоговый. Вот. Кто, может быть, запутался. Вот так вот. Туда буду сейчас, потому что... Так, ладно, неважно. Уже рассказывала. И взяла картошку. У нас есть селедка, у нас есть квашеная капуста мамочкина, поэтому вот взяла, на всякий случай, взяла 3. Вдруг в гости кто зайдет, да шунят. Вот поэтому лучше побольше. Приготовить сразу лук. Царевич закончился. Сливочное масло. Сливочное масло беру здешнее. Вообще безупречное, просто вкусное. Сливочное, сладкое, такое, как положено. Вот. И взяла морку. Вот, все. Все, что взяла. Муж смеется, говорит, у нас здесь уже скоро будет студия, прям Warner Brothers отдыхает. Говорит, уже и там, и там, и там, там то, там все, там куча зарядок, там наушники, там микрофон, там камеры, там, скажите, стабилизатор вместе с селфи, короче, с держателем. В общем, все серьезно, все набирает обороты. А вчера взяла уже нам с Марком по паре теплых носков. Ну, прям уже хочется прям ноги обуть в теплые носки, потому что, ну, на самом деле пол прохладный, вот, они такие мягенькие, и становится, конечно же, и теплее, и как-то приятней. Немножко главное, ноги в тепле, это точно. А если ногам холодно, то все, то такое. Смотрите, какую взяла штучку. Вообще это для хлеба. Вот, и нам на самом деле она нужна. Это просто я сейчас положила, потому что рядышком. Вот, нужна. Потому что бывает, ну, собираемся, садимся за стол,
И я люблю все-таки, чтобы хлеб лежал именно в хлебнице, а не просто на тарелках. Поэтому взяла. Ну, а пока как бы нет никаких застольев, очень как бы, ну, знаете, помогает для вот этих всяких зарядок, для того, чтобы оно все не валялось на подоконниках. Вот муж опять увидит и скажет: господи, господи, сколько можно, сколько можно. Да, ну, все. Ладно. Мама еще капусты передала. Все ходит, причитает. Кажется ей, что она какая-то сухая. Хотя что она сухая? Ну, она хорошая. Когда она сильно как кисель, ну куда это годится? Не знаю. Вот сейчас лучок туда добавлю. Еще купила укропчик. Но укропчик будет на картошечку у нас. Вот. И это будет самый вкусный. Еще у нас есть селедочка. Это будет самый вкусный ужин на свете. Картошка уже, ну, уже вот-вот доходит. Здесь уже приготовила хлеб Валерычу. Капуста. Селедочка знаменитая. Ну и горошек у нас был открытый. Немножко майонеза. Это вкусно. Вот. И на картошку будет душистый укроп.